Так, ну что, арочку поставили. Все, арку поставили. Все вот эти вот уголочки все положили, вырезали. Дальше, ну тут прикладываешь кирпичи, с той стороны подрисовываешь, потом пилишь много раз, подпиливаешь, прикладываешь, прикладываешь. Каждый ряд армируется, вот начиная вот с этого, да, вот с этого. Вот этот ряд, вот этот ряд. Армируется проволокой. Вот здесь видно. Уже не видно. Ну, в общем, проволока идет по всей длине. Вот так вот. Кладется сюда, сюда. И в швах, вот здесь вот в швах, шурупчик вот так вкручивается в раствор твердый. Проволока двойка вот так обматывается, чтобы натянута была проволока. Вот здесь натяжка была. Вот здесь вот. И дальше так вот завел сюда усы. И, допустим, вот здесь один слой. Когда вот этот положил кирпич, еще один слой ведешь, здесь уже получается две линии проволоки. Вот. Сейчас дальше вот так вот целых два пучка положу. Две полоски, двойка. Вот эта вот проволока, двойка, вот она. Положу ее опять через шурупчики сюда, шурупчик воткнул, положу туда, вот дальше заведу. Вот. Ну и здесь получается еще один ряд сверху. Ну здесь вот все фигурно вырезали, чтобы кусочки вот эти такие маленькие не вырезать. Кирпич поставил вот так. Тут все отрисовал, вырезал, прилепил. А здесь уже, когда будет зеркало отливаться, сюда прям зальется сюда бетон огнеупорный с глиноземистым цементом. Вот, ну пока так, а вечером сегодня покажу. Ну и здесь вот шовчики, где были сильно узкие, да, шовчики, ну чтобы как бы пропорционально было, вот их пропилили. Главное, чтобы там кирпичи сходились, очень маленький шов был. А здесь декоративная, видимость, вот это вот, тут можно и пошире, чтобы швы были, примерно как здесь, такие и здесь. Чтобы это было как-то эргономично, пропорционально. Вот, вот так вот выглядит это сейчас. Примерно, да? Вот. Ну, еще один ряд ровный сверху. Вот здесь будет еще один ряд сюда. Ровный. А потом два ряда, один и вторая ступенька вот до окна. То есть примерно по 3 сантиметра будет выпуск один рядок и еще один рядок. Все. И потом сюда палубка ставится. То есть примерно, 17 сантиметров от зуба до плоскости. Вернее, до наклона. Вот, до плоскости наклонной фанерки примерно 17, может быть, может 15 сантиметров сделаю. Посмотрю, подумаю. Вот, чтобы там создалась зона разрежения по всему. Потом вот так будет идти шестерик труба сюда, после дымосборника, в общем, вечером покажу, как это будет выглядеть.